И на какие же мысли тебя это наталкивает? Если здесь и вправду запрещено курить болотник, то у меня есть вопросы к нашему общему знакомому. Итак, вернемся к нашему разговору. Расскажите нам все в подробностях. Каким путем вы шли, что заметили по дороге и каким образом вы шли обратно? Мы шли по тому пути, который нам указали. Спустились по водопаду, свернули направо и вышли к дороге. Там мы остановились для того, чтобы свериться с картой. А чтобы нас не заметили, мы спрятались в растительности. В это время мимо проходил какой-то крестьянин с корзиной. И мне тогда показалось, что эта корзина была набита болотником. Он заметил вас? Не думаю. Он немного прошел по дороге, а потом его сожрали волки. И вы даже не вмешались? Нам было велено избегать контактов. Вот как. И что дальше? Мы добрались до замка вечером. Когда поднялись туда, там еще никто не спал. Поэтому мы переждали в пещере, что была неподалеку. Поднялись мы туда вновь только поздней ночью. Именно тогда нас и заметил солдат, который был в хижине. Правда, он был обкуренный в хлам, но мы решили не рисковать и разобрались с ним. А дальше вы знаете. Вернулись мы тем же путем. Вы меня разочаровали. Почему вы не помогли тому крестьянину? Мы выполняли приказ. Мы в тайне ценим спонтанность. Что вы имеете в виду, говоря об этом? Способность действовать по своей свободной воле. Я думал, ты, как никто другой, поймешь меня и будешь руководствоваться собственными установками, без принуждения извне. А в итоге орки оказались полезнее всех. Ха. Расскажи им про наше ЧП, а я пойду прочитаю это письмо еще раз. Похоже, мы сможем отрубить голову миртанскому дракону. Так что же случилось? Сегодня ранним утром было совершено нападение на ферму. Двое нападавших были одеты в черное. Их лица были скрыты под масками, а на головах были капюшоны. Они подожгли посевы и убили нескольких крестьян. Неужели вы думаете, что это сделали мы? Нет, та ферма находится совсем в другой стороне. Вы бы туда не добрались. А тот факт, что вы уже ночью вернулись по тому же пути, говорит о том, что вы тут ни при чем. Слава Инносу. Но все это очень подозрительно. Это точно. Кому вообще могли понадобиться эти крестьяне? Тоже верно. А какие у вас мысли на этот счет? Не знаю. Я думаю, что вас могли заметить и таким образом подставить. В последнее время здесь вообще происходят странные вещи. Складывается такое впечатление, что среди нас есть предатель. Я даже знаю, кто он. И кто это? Ваш приятель, которого вы привезли с Хариниса. Леовин. Что? Следи за языком. Ты представить себе не можешь, на что он пойдет ради нашего общего дела. За подобные слова я вообще могу тебя... На вашем месте я не был бы так уверен. Эй, Не эй, перебивай меня! У вас успокойтесь. ведь запрещен болотник, так? Ну и что с того? Какое это имеет значение? То есть вы ничего не знаете про то, что Леовин на нем сидит? А, точно. Он много этой дряни курил. Да, это так. У нас запрещено. Вот оно как. Но не подумайте. Намного важнее то, что я видел, как он сражался с одним из ваших во время штурма замка. Если мне не изменяет память, того человека звали Хаммонд, и он сидел с нами в темнице. Ты хочешь сказать, что он... Да, вам стоит быть осторожным с ним. Я не верю в это. Этого не может быть. Ваше дело. Ладно, я проверю. А вы снимите все снаряжение и спрячьте его. Я думаю, оно вам еще пригодится. Достану для вас другие доспехи. А потом вы можете где-нибудь отдохнуть. Только не отсвечивайте. Подождите, а у вас тут есть алхимики? Да, Талиасен живет прямо под домом, где ты остановился. А что вам нужно? В том замке мы нашли много всего. Зелья, микстуры, травы, снадобья. Узнать бы, для чего это все.
Тогда Талиасан именно тот, кто вам нужен. Хорошо, если что, оставайтесь неподалеку от него. Вы еще сможете нам помочь. А я сейчас вернусь. Ты с такой легкостью сдал того, кто спас нам жизни? Грейверн прав. Нас попытались подставить. А это значит, что нас заметили. И слышали, как твой братец произнес наши имена. Поэтому во избежание проблем в дальнейшем, для нас будет лучше, чтобы их внимание было сосредоточено на ком-то другом. Думаешь? Ну, может, ты и прав. Это вы, Талиасан? Кто вы такие? Что вам нужно? Нас прислал Грейверн. Если вас прислал Грейверн, убирайтесь. Это касается задания Беренгара. И что вы от меня хотите? Нам сказали, что вы разбираетесь в алхимии. Поэтому мы хотели бы показать вам кое-что. Вот, сначала взгляните на это. Это мясо чем-то обработано. Я нашел целую бочку с такими кусками. И видел, как ее заготовили миртанцы. А после они спрятали ее в кустах. Ах, вот оно что. Один солдат уже приносил подобное. Теперь-то мне все понятно. Так что же это такое? Запах знакомый, но я все равно не могу понять. Это сильнейший возбудитель нервной системы. Его делают из кровавого тростника. Растение, которое можно найти только на материке. Если то, что ты говоришь, правда, то именно миртанцы завезли его сюда и кормят местных зверей мясом, обработанным вытяжкой из этого растения. Становится ясно, почему волки в последнее время стали такими агрессивными. А если добавить к этому орочье воспитание, то мы получим настоящее орудие убийства в плоти и крови. Но зачем им это? Странный вопрос. У нас война. Они пытаются действовать всеми возможными способами, так как, видимо, они уже не в состоянии одолеть нас в открытом сражении. И, кстати, это очень хорошо показывает, что представляет из себя современная Миртана. Понятно. Тогда у меня есть еще кое-что для вас. Вот, взгляните. Вы часом не знаете, что это? Ха-ха, знаменитый миртанский бальзам счастья. Что вы имеете в виду? Насколько я знаю, это сильнодействующее снотворное. Да, первоначально оно им и было, но потом в Миртане кто-то смекнул, что из этого можно сделать одурманивающее вещество. И делать на этом прибыль. И какой эффект оно дает? Оно неспроста получило название «бальзам счастья». Ощущение благополучия и успеха, эйфория и удовольствие. Все это получает человек, принявший этот эликсир богов. А кошмары с него бывают? Конечно, на это все и рассчитано. Те, кто долго не принимает это зелье, сталкиваются с бессонницей, кошмарами, ощущением тревоги и беспричинным страхом. Получается, что в Миртане даже не борются с распространением этой отравы. Не то, что не борются с распространением, а наоборот, всячески способствуют распространению этого. И не только внутри собственной страны, но и далеко за пределами самой Миртаны. Но они идут дальше и хотят ввести употребление этого зелья в моду. Разумеется, под благими намерениями. Дескать, это помогает заботиться о здоровье, улучшает настроение, сон, придает сил и энергию. И что ждет человека потом? Неизбежное снижение умственных способностей и интеллекта. Человек становится неспособен к анализу и осмыслению. Он не стремится что-либо знать или понимать.
Остается только нервозность и возбуждение, которые вызывают жажду бесконечной и бессмысленной активности. О, Инна, зачем только это все? Все очевидно. Безмозглыми идиотами легче управлять. И не потребуется никаких усилий для того, чтобы вбить в их головы то, что надо тем, кто все это и организовал. По всем фронтам воюют, сволочи. Просто когда рушится реальность, нужна иллюзия рая. А реальность такова, что дни Великой Миртаны уже давно прошли. Что ж, благодарю вас. Вы намного открыли нам глаза. Это было несложно. Ладно, нам надо обдумать это все. Кстати, хижина, где я остановился, прямо наверху. Можно передохнуть там. Да уж, давно пора. Я уже устал от беготни туда-сюда. Трудно не согласиться. Идем.